Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь. Гуляйте по каналу, смотрите видео. Заглядывайте обязательно в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Вы найдете для себя что-то интересное. Отдельный привет передаю своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши лайки, комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с такими вот ниточками. С ними мы, в принципе, уже работали. На канале есть узорчики с такими нитками. Ну и с новым узорчиком. Итак, новички, кто еще не знает про такие ниточки, смотрите. Первые ниточки называются Нако Махер Деликат. Так, идем по порядочку. По составу здесь у нас получается 5% махера, 10% это шерсть и 85% премиального акрила. Так, смотрим цвет. На камеру передается, как он есть. Так, цвет, смотрите, 214. И нам здесь советуют производители брать крючок номер 4. Вторая пряжа, буду совмещать. Вы можете совмещать, можете нет, на ваше усмотрение. Итак, Alize Angora Gold Simli называется, значит, блестящие. Моточек 100 грамм, в 100 граммах 500 метров. По составу здесь 75% акрила, 20% получается шерсть и 5% металлическая ниточка. И советуют брать производители крючок от 2 до 4. Ну и цвет получается 55. Видите, как ниточка переливается, блестит. И здесь я, наверное, вам не сказала, да, вот, смотрите, в 100 граммах 500 метров. То есть ниточки как бы подходят, да, к друг дружке. И крючок я беру 3, потому что я данную пряжу вязала крючком номер 3 под мою плотность вязания. Меня все устраивает. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, какая у вас есть, не только такую, которую показываю я. Узорчики универсальные, пробуйте, вяжите из любой пряжи. Самое главное, правильно подобрать крючок. Точно так же читаете инструкцию, аннотацию к своей пряже. Вам советуют крючок. Ну, естественно, подбираете, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Так, смотрите, я решила начать с голубой ниточки. Так, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Она у меня есть хорошего качества. Мы как с вами договаривались, хорошего качества, значит, я прикладываю, да. Если, конечно, качество хромает, либо у меня схемки нет, то я не прикладываю. Итак, смотрите внимательно на схемку. Кто умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Так? Кто еще пока не умеет работать со схемками, повторяйте за руками, но обязательно следите за схемкой. Мы с вами провязали элемент, посмотрите, как он обозначается. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так вы научитесь быстро, самостоятельно в дальнейшем работать с любой уже схемкой. Итак, смотрим. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 4 петельки. Давайте, например, я наберу, ну, допустим, 7 раппортов. Это будет 28 воздушных петелек. И одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я набираю 29 воздушных петелек, а вы набирайте, сколько вам будет необходимо. Итак, для начала все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 29 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Вот мой будущий образец. Далее, как во многих узорчиках, рекомендую новичкам сделать вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. То есть опытные мастера могут приступать к узорчику, а мы пока сделаем столбики. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Называется столбик с накидом. Дальше накид. В следующем по порядку петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. 2, 2. Еще столбик с накидом. Накид. В следующем по порядку петельку. Точно так же провязываем столбик с накидом. И наша с вами задача провязать в каждую петельку столбик с накидом. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков будет равно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То
есть я набрала 29 воздушных петелек, значит у меня получается 29 столбиков с накидом. Ничего сложного. Самое главное, лишнее не провяжите и ничего не пропустите. И все, и потихонечку так провязывайте до конца ряда. Вот эти вот первые 3 петельки, которые мы с вами провязали, это считается как имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встретимся. Посмотрим, что в итоге получится. Так, получится очень даже красиво. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, смотрим на схемку. Вначале мы набираем 2 воздушные петельки. 1, 2, поворот. Дальше у нас тут 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. То есть итого 4 воздушные петельки набрали. Теперь смотрите внимательно. Делаем накид. Возвращаемся к первому столбику. Нырнули. Вытянули ниточку и подтянули ее. Не провязываем, держим на крючке. Считаем. 1. Накид. Сюда же опять вернулись. Еще раз вытянули ниточку, подтянули. Держим на крючке. 2. Накид. И точно так же сделали 3. Все петельки на крючке. Дальше смотрите. Накид. Пропускаем 3 столбика по порядку. 1, 2, 3. И в 4 нырнули. Вот так вот подтянули ниточку. Держим на крючке, не провязываем. Считаем. 1. Накид. Сюда же нырнули. Точно так же 2. И накид точно так же 3. Вот сколько у нас петелек на крючке. Видите? И теперь мы должны за раз все вместе провязать. 1. Провязали и обязательно зафиксировали воздушной петелькой, чтобы наши столбики не убежали. Вот видите, такие пышные столбики получаются. Вы можете их провязывать столбиками с накидом, но мне захотелось провязать вот именно таким вот образом. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. Накид. Возвращаемся сюда же, к этому же столбику, и в него провязываем полноценный столбик с накидом. Есть. Опять 2 воздушные петельки. И будем повторять то же самое, что мы с вами провязали. Вот 2 наших пышных столбика с общей верхушкой. Итак, накид. Возвращаемся сюда же, к этому же столбику. И набираем петельки. 1. Накид. Сюда же. 2. Накид. Сюда же. 3. Дальше накид. Перепрыгиваем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 нырнули, вытянули ниточку, подтянули. Считаем. 1. Накид. Сюда же. 2. Накид. Сюда же. 3. Теперь все вместе за один раз аккуратненько провязали. Так. И не забыли зафиксировать, чтобы наши петельки никуда не убежали. Воздушная петелька. Вот такая красота. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. Накид. Сюда же вернулись, провязали столбик с накидом. Все, и вот так вот вы шагаете до конца ряда. Провязываете пышные столбики. Так, потом одиночный столбик. Пышные с общей верхушкой, одиночный. Давайте еще раз вместе. 1, 2. Накид. Вернулись сюда же. Набираем петельки. 1, 2, 3. Отсчитали 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 набираем. 1, 2, 3. Все петельки аккуратно, не торопясь, провязываем за один раз и зафиксировали. Далее у нас идут 2 воздушные петельки. 1, 2. Вернулись сюда же, провязали столбик с накидом. Все, несложно. Вот так вы шагаете до конца ряда. А в конце ряда встречаемся. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Вот что у нас по итогу получается. И как мы заканчиваем ряд? Смотрите, вот наши 2 пышных столбика с общей верхушкой. Дальше 2 воздушные петельки. И заканчиваем мы столбиком с накидом. Туда же провязываем, где у нас присоединялся пышный столбик. То есть в 3-ю петельку подъема. Оп. И обычный столбик с накидом. Все. Ряд закончен. Далее воздушная петелька. Поворот. И сюда же в верхушку этого же столбика столбик без накида. Есть.
Дальше 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь там, где у нас верхушка вот наших пышных столбиков, мы в эту верхушку провязываем один пышный столбик. Накид, вытянули петельку, подтянули, не провязываем, держим на крючке, считаем раз, сюда же 2, сюда же 3. Теперь все вместе провязали за один раз, зафиксировали воздушной петелькой. И у нас с вами получается, ну, вот такой как бы трилистник, да? Раз, два, три. 3 лепесточка. Дальше 2 воздушные петельки. Раз, два. Там, где у нас столбик с накидом, беремся за верхушку и провязываем столбик без накида. Все. Дальше повторение. 2 воздушные петельки. Там, где у нас пышные столбики, да, с общей верхушкой, в эту верхушку провязываем один пышный столбик. Раз, сюда же 2, сюда же 3. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. И там, где был столбик с накидом предыдущего ряда, мы провязываем столбик без накида. Вот. У нас получается, ну, назовем трилистники такие, да, такие вот цветочки. Все. И вот так шагайте до конца ряда. Ничего сложного. 2 воздушные. Один пышный столбик. Раз, два, 3. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные, столбик без накида. Все. Угу. Несложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встретимся. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Как мы заканчиваем наш ряд? После пышного столбика, так, вот пышный столбик, 2 воздушные петельки. И помните, мы здесь провязывали 2 петельки подъема и 2 петельки по узорчику. Так вот, во вторую петельку подъема мы ныряем столбиком без накида и заканчиваем наш ряд, да? То есть вот так вот мы провязали и пошли дальше. Но я хочу здесь присоединить новый цвет, новую ниточку. Вы можете присоединять, можете не присоединять, на ваше усмотрение. Кто присоединяет, смотрите, так вот немножечко одну петельку распускаем. На крючке остаются 2 петельки от нашего столбика. И вот в этом моменте будем добавлять новый цвет. Итак, для начала сделали петельку фиксации, чтобы у нас ниточка не убежала. И вот эту петельку беленькую я протягиваю через 2 петельки голубенькие. Все. Я переключилась на новый цвет, голубенькую подтягиваю, чтобы было все ровненько, аккуратненько. Теперь буду вязать белой ниточкой. Для начала 2 воздушные петельки. Раз, два, поворот. Теперь смотрите, накид. Там, где у нас с вами был пышный столбик, вот, находим верхушечку пышного столбика. И в эту верхушку мы будем провязывать еще один пышный столбик. Вытягиваем ниточку. Раз, считаем. Накид. Сюда же нырнули. 2. Накид. Сюда же нырнули. 3. Теперь провязываем все вместе. Раз. За один раз. И обязательно зафиксировали, чтобы наши петельки не разбежались. Теперь, смотрите, делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Сюда же в верхушку этого столбика возвращаемся и провязываем столбик с накидом. Есть. Опять делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь будьте внимательны. Будем делать точно такие же 2 пышных столбика с общей верхушкой. Смотрите. Вначале мы возвращаемся сюда же, к этому столбику, к этой верхушке. Набираем петельки. Накид. Подтянули. Считаем. Раз. Накид. Сюда же. 2. Накид. Сюда же. 3. Теперь держим на крючке. Накид. Там, где у нас был столбик без накида, ныряем в этот столбик, провязываем столбик с накидом, но не до конца. 2 петельки и стоп. Все, держим на крючке тоже. Идем дальше. Там, где у нас пышный столбик, вот он, пышный столбик, так, мы беремся за верхушечку и набираем петельки для нового пышного столбика. Раз, считаем. Накид сюда же. 2. Накид сюда же. 3. И вот теперь все провязываем вместе. Раз, раз, петелька. И обязательно зафиксировать. У нас получается вот такая вот картина. Видите, пышный столбик, между ними столбик с накидом.
Давайте еще раз. 2 воздушные петельки. Возвращаемся сюда же, в верхушку пышного столбика, провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петельки. Сюда же провязываем пышный столбик 1, набираем петельки. 1, 2, 3. Теперь там, где у нас столбик без накида, столбик с накидом, но провязываем его не до конца, 2 петельки и все, стоп, держим на крючке. И следующий пышный столбик, верхушка, мы провязываем, набираем петельки еще для одного пышного столбика. 1, накид, 2, накид, 3. Теперь все вместе провязываем. То есть получается от первого пышного столбика петельки, поняли, да? От столбика с накидом и от второго пышного столбика. Оп, и петелька была на крючке, ее тоже захватываем. Оп, все вместе провязали и обязательно зафиксировали воздушной петелькой. Вот что по итогу у нас получается, видите? Как бы такая же картина, как в первом ряду, только между пышными столбиками появляется у нас вот он, столбик с накидом. Несложно? Давайте самостоятельно до конца ряда смотрите на схемку, если что, перематывайте видео и повторяйте. Встречаемся в конце ряда. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали белой ниточкой целый ряд. Вот что у нас по итогу получается. И как мы заканчиваем наш ряд? Получается, провязали столбик с накидом, 2 воздушные петельки и должно быть дальше пышный столбик. Делаем накид. Сюда же возвращаемся. Набираем петельки для пышного столбика. 1, сюда же 2, сюда же 3. И здесь будьте внимательны. Делаем накид. Вот у нас был столбик без накида предыдущего ряда. Мы в этот столбик ныряем, вытягиваем ниточку. И как наш столбик с накидом провязываем 2 петельки. И потом этой петелькой провязываем все. 1 за 1 раз. Оп. И зафиксировали. Все. На этом наш ряд закончен. Вот такая красота. Дальше что мы делаем? Для начала 2 петельки подъема. 1, 2. Возвращаемся. Поворачиваемся, да, вернее. Делаем накид. И верхушку, вот, получается, нашего пышного столбика провязываем столбик с накидом вот таким вот образом. Ну, это как бы была имитация пышного столбика, да, вот, который у нас был вертикальный такой. Ну, провяжем его в начале ряда таким образом. Дальше 2 воздушные петельки. Там, где у нас столбик с накидом, присоединяемся столбиком без накида. То есть помните, как мы провязывали этот ряд с одним пышным столбиком? Здесь то же самое. Дальше опять 2 воздушные петельки. И вот там, где у нас были 2 пышных столбика, присоединяемся к центру одним пышным столбиком. Накид. Сюда же набираем петельки. 1, 2, 3. Сразу же все вместе провязали. Зафиксировали воздушной петелькой. 2 воздушные петельки. Переключаемся там, где был столбик с накидом, провязываем столбик без накида. Вспомнили, да? То есть мы, получается, повторяем вот наш второй ряд голубенький. По идее, сам по себе узорчик 2 ряда. 1, 2. Следующий тоже. 1, 2. Только смещен немножко в шахматном порядке. А так все то же самое. Давайте еще раз вместе провяжем. Итак, для начала 2 воздушные петельки. Там, где у нас 2 пышных столбика, здесь сердцевинку беремся, провязываем 1 пышный столбик. 1, 2, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. Там, где у нас был столбик с накидом, провязываем столбик без накида. Поняли, да? Все. И вот они, наши 3 лестнички, видите? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Но тут как бы половинка, да? 1 и половинка. Все. Давайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот что у нас по итогу получается. Провязали мы еще ряд белыми ниточками. И как мы заканчиваем ряд? У нас получается, здесь должна быть как бы половинка нашего пышного столбика, да? Но как его провязать непосредственно в конце ряда? 2 воздушные петельки, накид. И там, где верхушка вот нашего предыдущего пышного столбика, беремся за верхушку. И вот так вот, смотрите, 2 петельки провязали, стоп, накид, сюда же опять нырнули. 2 петельки провязали, стоп,
И получается, провязали вместе все петельки. Раз и зафиксировали. То есть у нас такой будет пышный столбик. Но, смотрите, какая особенность. Здесь я хочу переключиться опять на свою ниточку. Вы можете переключаться, можете не переключаться, можете добавлять третий цвет, да? Ну, я вернусь к голубым ниточкам. То есть последнюю вот эту петельку я распущу. И вот эту вот петельку я буду уже провязывать опять голубенькой ниточкой. Вот. Раз, и переключилась. Сильно ниточку не тяну, чтобы край не зажулькать. А так с краешку она хорошо пройдет. Итак, дальше что мы делаем? 2 воздушные петельки. Раз, два, поворот. 2 петельки по узорчику. Раз, два. Теперь смотрите, мы должны вернуться вот сюда же, вот там, где у нас был пышный столбик, да? И провязываем пышный столбик. Набираем петельки. Раз, накид сюда же. 2, накид сюда же. 3. Теперь будьте внимательны. Накид. Там, где у нас столбик без накида, мы здесь провязываем столбик с накидом, но не до конца. Помните, да? Опять накид. И там, где у нас вот пышный столбик был, за верхушечку беремся и провязываем, набираем петельки для еще одного пышного столбика. Раз, два, 3. И вот теперь все петельки вместе мы их провязываем аккуратно, потихонечку. Один пышный столбик, так, столбик с накидом, второй пышный столбик и петелька, которая была на крючке. Оп, все за раз провязали и обязательно зафиксировали. Все, вот такая у нас получается красота. То есть мы так с вами уже провязывали, помните, в белом ряду. По идее мы повторяем самый первый ряд, только дополняем еще один столбик с накидом между пышными столбиками. И все. И опять делаем 2 воздушные петельки. Возвращаемся сюда же, провязываем столбик с накидом. Опять 2 воздушные петельки. И опять набираем здесь пышный столбик. Раз, два, 3. Потом, там, где столбик без накида, делаем столбик с накидом, провязываем не до конца. И за верхушку следующего пышного столбика начинаем набирать петельки для еще одного пышного столбика. Раз, два, 3. Ну, то есть мы повторяем белый ряд, поняли, да? Все, то есть просто то же самое все, но в шахматном порядке. Так, провязали все за один раз и обязательно зафиксировали, чтобы наши петельки не убежали. Вот, и все. И повторяйте потом все то же самое. Опять у вас будет голубенький, видите, ряд с одним пышным столбиком. Потом переключитесь на новую ниточку. Опять по 2 пышных столбика, потом по одному пышному. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Все, мы сами уже все провязали. Давайте увеличим образец несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Должно получиться симпатично. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получилось. Вот такие вот звездочки с сеточкой, да? В моем случае узорчик двухцветный. В вашем случае он может быть одноцветным, двухцветным, 3, 4, 5. То есть на ваше усмотрение. То есть пробуйте, вяжите, экспериментируйте, пробуйте из разной пряжи. Из зимней, из демисезонной, из летней. Возможно, узорчик в другой пряже будет выглядеть более выигрышно. То есть пробуйте. Если кто-либо уже вязал данный узорчик, рассказывайте, что вязали, какой пряжи, что у вас получилось. Из моей пряжи вот так вот он практически не тянется. И вот так вот он не тянется. Видите? То есть получается такой узорчик не тянущийся. Из вашей пряжи может, конечно, тянуться, поэтому пробуйте. Итак, давайте замерим сегодняшнюю красоту. Итак, что у нас получается в длину? Если моя рука, да, моя плотность вязания, мой крючок, моя пряжа, это 19 сантиметров. Так, и здесь, смотрите, получается каждый цвет по 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10. И самый первый наборный 11. Тут у нас получается, ну, 12,5 сантиметров. То есть вот такой узорчик. Да, из данной пряжи, которую выбрала я, вяжется не очень удобно. Почему? Потому что ворсиночки, они так скатываются, спутываются. Если что-то ошиблись, то распускать очень тяжело. Так, из вашей пряжи, конечно, пробуйте. Возможно, будет и быстрее узорчик расти. У меня как-то он рос немножко медленно, так сразу скажу. Ну, это просто особенность пряжи. Нужно просто приноровиться. Вот такая красота. Как вам? Бросайте идейки, что можно связать данным узорчиком. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Так вам будут приходить уведомления о новинках на канале.
Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.